Добрый день, дорогие друзья и подруги по вязанию. Сегодня я заглянула в свой шкаф и оказалось, что у меня нет зимней шапки. Я не знаю, как так получилось. Ну, в общем, сапожник, как всегда, без сапог. Поэтому я решила, что в срочном порядке мне нужно связать себе шапку. Порывшись в закромах, я нашла вот такую пряжу турецкого производителя Альпакана Ланоса. Пряжа, у нее метраж 130 метров на 100 грамм, состав 35% шерсти, 40 акрила и 25% альпаки. Мне кажется, прекрасный состав. Она очень мягкая, мне кажется, будет тоже очень теплая. Лежит она у меня давно, и вот я считаю, пришло время ее использовать. Рекомендуемая плотность производителя 13×17. И исходя из этой плотности я буду делать расчет. Ну, точнее, я их уже провела, эти предварительные расчеты. Объясняю, что я тут насчитала. Значит, плотность у нас 13×17. Объем головы у меня 56-58. Как-то у меня по-разному получается. Если затягиваю сантиметр, то 56, если ослабляю, то 58. В общем, сейчас я беру 56, потому что это будет шапка в один слой. По краю будет резинка. Если бы я делала шапку с отворотом, то тогда я бы взяла 58, потому что еще отвороту нужно растянуться. Вот. Значит, сейчас я беру 56 сантиметров. Исходя из этого, я считаю, сколько петель нужно набрать. 13 петель умножить на 5,6, получаем 72,8. Округляю я до 72, и как раз это число отлично делится на 4, потому что я буду вязать резинку 2 на 2. Вот у меня как раз получается прекрасно. 72 петли отлично подходит для резинки 2 на 2. Высота резинки, или ширина, как это сказать, высота пусть будет, у меня будет 10 рядов. И после резинки уже надо же, значит, потом после резинки я хочу сделать жаккард. Это будет такая на всю шапку большая норвежская звезда. Я приложу рисунок, который я набросала на компьютере. И вот это вот я собираюсь вписать в шапку. Значит, чтобы правильно вписать рисунок, понять, когда его нужно начинать вязать, нужно узнать глубину шапки. Я померила от мочки до мочки. Я хочу, чтобы у меня была возможность натянуть шапку на уши. И у меня получилось 48 сантиметров. Я делю на 2, потому что же шапка вяжется вот так вот. И мне нужна только половина этой глубины. У меня получается 24 сантиметра. И нужно посчитать, сколько рядов. Это получается 20. Ну, я посчитала сначала полностью. 18 умножить на 4, 8 получилось 82. И разделить на 2 получается 41. И звезда, которую я нарисовала, у меня получается размером 35 петель на 27 рядов. Вот эта вот конструкция будет у меня с одной стороны и ее повтор с другой стороны. И вот я схематически нарисовала вот квадратиком эту шапку. Вот 72 петли, которые я набираю, и 41 ряд глубина шапки. 10 петель, 10 рядов идет резинка. И эти 10 рядов я вычитаю из общего количества 41 ряд. Получается 31 ряд у меня идет на, как сказать, туловище шапки. Есть, наверное, какое-то слово для этого. Тело шапки.
В общем, на всю остальную шапку. 31 ряд. Звезда у меня 27 рядов занимает. Вот и получается 31 минус 27, 4. И чтобы посередине вот здесь вот расположить, 4 делю на 2, с этой стороны 2 и с этой стороны 2. Вот как-то так вот. С макушкой шапки я еще не определилась. Я буду смотреть уже, когда довяжу до этого места. Здесь какие есть варианты? Вариант закрыть швом Китченера, оставить шапку квадратной. То есть у нее будут такие ушки. Можно даже какие-нибудь, может, косички сделать тут. Ну, кисточки. Или кисточки с косичками. Что угодно можно придумать на самом деле. Помпоны. Можно ничего не делать. Также можно взять, просто затянуть макушку. Или сделать убавки. Я уже показывала вот в этой шапке, будет ссылка на нее. Как это делается? Я сначала беру каждые 2 петли, сокращаю, получается вот так вот сужается макушка, и потом еще каждые 2 петли сокращаю, и получается совсем немного петель, которые аккуратно затягиваются, и можно, в принципе, с макушкой больше ничего не делать, или опять-таки сделать какой-нибудь помпон. Вот такой простор для фантазии. Если вам интересна такая шапка, присоединяйтесь, будем вязать ее вместе. Как оказалось, выбор спиц у меня невелик. Коротких для шапки у меня вообще нет. Есть только такие. Сантиметров по 80 они, наверное. И получается, что мне придется вязать своим не самым любимым способом, Magic Loop'ом. Я не люблю эту возню с леской. Но делать нечего. Работаем с тем, что есть. Производитель рекомендует спицы 6 и 6,5. Значит, я уже не помню, какие у меня какие тут. По-моему, вот эти вот 6. Угу. А вот эти 6,5. 6 они уже не лезут. Еще раз 6, 6,5. Значит, эти мы такое с черной леской 6. Они идут для резинки, а это будет уже... Вспомнила, как называется тело шапки. Тулья. Вот. Вообще для Magic Loop'а, конечно, это леска маловато, мне кажется. Ну, сейчас я начну вязать, посмотрим, придется ли мне идти в магазин за новыми спицами. Значит, для набора нам нужно набрать, сколько я считала, 72 петли. 72 петли, чтобы получился объем 56 сантиметров. Так, вот кончик с обратной стороны решил вылезти. Так. И чтобы по 100 раз... Я буду набирать норвежским способом или немецким способом, не знаю, как он правильно называется. Это на 2 спицы с длинным концом. В смысле, набор с длинным концом. Длину нити нужно взять примерно в 3 раза больше, так как мне известно, что мне нужно 56 сантиметров.
Ну, вообще опытным путем я знаю, что можно и 2,5 взять. Вот я складываю вдвое, это 2. И вот половинка. Я все это сделала, наверное, вне кадра, да? Просто не очень хорошо видно, тут лампа посреди монитора. Так. И набираем. Один. Эти две первые петли я считаю как одну, потому что все равно вот эту вот самую первую мне нужно будет использовать для соединения ряда в круг. Так что вот так. 2, 3, 4, 5. У меня же 72 петли. Так. Вот, наборный край готов. Теперь посмотрим, что у меня получится с Magic Loop. Соединяем в круг. Надо, чтобы соединить в круг, нужно протащить где-то здесь, да, посередине. Вот, как-то так. Пока вспомню, как это делается. Это ушко должно быть здесь. И надо вытащить, кажется, еще одно ушко, которое будет, допустим, здесь. Теперь смотрим, чтобы ничего не перекрутилось, и соединяем в колечко. Соединяем колечко мы таким образом. Вот это у нас свежая петля, которая затянется, правильно? Значит, она должна быть поверх этой. Значит, сюда ее переснимаем. Нет, наоборот, эту первую переснимаем сюда. Продеваем через последнюю, продеваем через первую. Так. И затягиваем. И теперь я вяжу резинку 2 на 2. На всякий случай повешу здесь маркерочек. Не знаю, зачем он мне нужен, но привычка. Я думаю, у меня неплохая вешать маркера. Так, куда-то петля. Так, вот мой. Самый сложный этап у меня всегда это начальные ряды. И вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вот весь ряд до конца. Его нужно провязать резинку 2 на 2 10 рядов. Я таки нашла еще одни спицы, оказывается, у меня есть деревянные, я вспомнила об этих. Вот, 5 деревянных спиц. И уже провязала 10 рядов резинки. 6 номером, 6 миллиметров. Теперь перехожу на спицы побольше, 6,5. И ими я провяжу 2 ряда просто лицевой глади по кругу. И после этого уже начну работать с узором. Ну вот мы дошли до вязания рисунка.
нашего узора и смотрим. Значит, что тут получается? Первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь берем контрастную нить и так вот надеваем. Ну, сейчас это будет опять неудобно все. Потом, когда уже ниточка закрепится, будет легче мне провязывать. Главное не затягивать все. В вязании самое главное не затягивать сильно. Это я сейчас протаскиваю. Вот. Пусть лучше будет немножко свободно, чем будет стянуто. Такая глубокая мысль у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Как вы, наверное, догадываетесь, из-за такого большого расстояния, скорее всего, будет длинная протяжка. Как я борюсь с этими протяжками? Я беру эту нить, которую мы добавили, и перекрещиваю сзади с основной и вяжу дальше. Четыре. Можно еще раз вот обратно перекрестить. Лучше будет держаться. Вот. 9 провязала я. 9 я провязала. И лучше вот так вот в растянутом состоянии проверять протяжки. Вот примерно вот так должна быть натянута нить. Не висеть и не быть слишком натянута. Как-то вот так. Дальше. Одна петля белой пряжи. Вот так. Теперь опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут имеет смысл каждые 3 петли перекрещивать сзади нити. Вот 1, 2, 3. Так, перекрестили. 1, 2, 3. Перекрестили. 1, 2, 3. Теперь провязываем белой. Так, и теперь, как было в начале было 7, и тут 7, все правильно. Никогда не нужно стесняться себя перепроверить лишний раз. 1, 2, 3. Перекрестили. Так, что-то не довязала я. 1, 2, 3, 4. И провязываем белый. И заодно нам это сигнал, что все правильно рассчитано и как надо вписались. Так, прекрасно. И повторяем узор. Опять. Раз, 2, 3. Перекрещиваем. 1, 2, 3, 4. И провязываем белый. Дальше, насколько я помню, 1, 2, 3. Перекрестили. 1, 2, 3.
Обратно перекрестили. Раз, два, три. И провязали белой нитью. Прекрасно. Проверяем, как тут у нас. Не затянуто ли? Вроде бы все хорошо. Следующая спица. Это было у нас что? Да, вот это, да? Здесь 9, а потом 7. Раз, два, три. Перекрестили. Раз, два, три. Обратно. Раз, два, три. И здесь уже провязываем белой нитью. Раз, два, три. Смотрим, как тут. Раз, два, три. Перекрестили. Раз, два, три, 4. И провязываем белой нитью. Вот, прекрасно. Первый ряд готов. Первый ряд готов. Проверяем, как натянуто. Это постоянно нужно проверять, чтобы потом не было сюрпризов. Прекрасно. И теперь здесь начало второго ряда. Это такое место со стыковки рядов, когда немножко получается рисунок сдвинут. На самом деле никто из норвежцев не заморачивается, сдвинут он, не сдвинут. Сколько я смотрела популярных каналов с огромным числом подписчиков, они вяжут вообще, как вот оно лежит, так оно и вяжется. Никто себе голову этим не морочит. И вам не советую. Я точно не буду. Поэтому второй ряд. У нас петля провязывается белой нитью. И теперь 6 черных. Раз, два, три. 3. Надо здесь перекрестить. Раз, два, три. Так, и здесь получается что у нас? Снова здесь это место провязывается белой нитью. 3 черной. Раз, два, 3. 1 белой. Теперь 4 черной. Раз, два, 3, 4. 3 белой. Так, и на следующей спице тоже надо провязать петлю белую. Вот, проверяем, не сильно ли затянуто, нормально все. И теперь возвращаемся к вязанию черной пряжи. 4, раз, два, 3, 4. Теперь здесь 4. Так, 4, да? 2 белые. Ну почему 2 белые? 1 белой. 1 белой. 3 черной. Теперь здесь 1 белой. 6 черной. Раз, два, 3. Раз, два, 3.
Есть 2 белые. Я, наверное, 2 ряда вот провяжу вместе с вами. Вы видите, как я вяжу, как это все делается. Я думаю, нет смысла вязать с вами полностью весь рисунок. Рисунок я прилагаю в сообществе. Можете скопировать картинку и вязать по нему. Как вязать, я уже все объяснила. В принципе, я все свяжу и вернусь к вам на уже на макушке. Вот я решила еще показать, какой получается узор, изнанка. И вот я уже показываю вам готовую шапку, что получилось. Вот я провязала полностью весь узор и закрыла макушку. Макушку я закрывала не каким-то особо хитрым способом, а тем способом, который я показала в вот этом видео. После звезды я провязала не 2 ряда, а 8. И следующий ряд, каждые 2 петли я провязывала вместе. И получается, количество петель сократилось вдвое. Потом следующий ряд просто провязала. И после этого третий уже ряд я опять провязала 2 петли вместе. Каждые 2 петли. И снова количество петель сократилось вдвое. И потом еще один ряд провязала. И все, обрезала нить. И продела ее сквозь оставшиеся петли и затянула макушечку. Вот что получилось. Я еще немножко прошила ниточкой туда-сюда. В общем, чтобы хорошо закрылось. И на черном как раз это вообще не видно, что там. Вот. Шапка получилась довольно-таки объемная. Я потом еще постараюсь сделать хорошую фотографию и приложить. Вот как-то вот такой силуэт получается. Изнанку. Я еще не прятала концы. Поэтому покажу изнанку. Изнанка в нашем деле важна, в деле вязания жаккарда, потому что, как я уже говорила, не должно быть длинных протяжек. У меня протяжки максимум 4 петли, потому что если будут длинные протяжки, они будут цепляться. За что они будут цепляться? Может быть, вы наденете шапку на хвостик с какой-нибудь заколкой, или резинка будет с каким-нибудь украшением. И вообще просто в процессе эксплуатации вы можете зацепить протяжку и потянется петля. Ну, здесь еще такая пряжа, я вам скажу, очень она мне, конечно, понравилась. Вообще, я не рекламирую ничего, я к вязальным магазинам не имею никакого отношения, но она просто мне очень понравилась. Она такая мягкая, и я так себе думаю, что она такая теплая. Вот такой вот результат. Мягенькая, пухленькая. И я хочу даже связать еще одну шапку, которая будет немножко меньше в объеме, вот так вот. И звезда это будет тоже меньше. Скорее всего, этих звезд будет не 2, а 5. Вот, в общем, такая шапка у меня получилась. Я бы могла, конечно, этот мастер-класс раздуть на час, но я таким не занимаюсь. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Впереди будет еще много интересных и полезных видео. Пока!